Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро, в котором мы с вами проверим силы или энергетики, которые стоят за вами или присутствуют в вас. По сути, это может быть и диагностикой на энергетике, на наличие негатива или вообще вашего состояния. Может быть просто как расклад, который поможет вам проверить ваше поле, давайте так скажем, да, или связи прошлого, настоящего и будущего. Например, как прошла чистка, или в каких энергетических отношениях вы с загаданным человеком, мужчиной или женщиной, со своими родителями и детьми. Какие, например, последствия у того или иного решения, принятого решения в вашей жизни. То есть, по сути, можно даже смотреть без какого-либо запроса, просто вот побыть в потоке, но быть готовым к любому, даже негативному повороту, потому что карты сегодня могут содержать и негатив, как первая колода, да, вторая, и если будет этот негатив, то я буду брать еще дополнительные оракулы, которые могут подчеркивать негатив или делать какие-то, расставлять какие-то акценты в вопросах негативного характера. Для того, чтобы сегодня нам с вами поработать, вам необходимо выбрать свечу, или аспида, позиция 1, 2, 3, 4, или карту, которую я выложу как сигнификацию, или как ваш талисман. Смотрите, талисманчик что-то тут делает. Давайте посмотрим. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свой вопрос, на свой поток, на свою энергию. Может быть, кто-то из вас не понимает, что это за энергии. Вот часто ко мне обращаются за диагностикой, да. Врачи вроде ничего не находят, диагноза никакого, да, там негативного нету, а что-то как будто бы какая-то сила внутри, да. Вот мы будем сейчас смотреть, что это. Или вы сделали какое-то действие, да, не знаю, там, физическое, магическое, и потом вы чувствуете, что за вами стоит какая-то сила, да, теперь она в вас присутствует, или рядом, или за вашей спиной, или вокруг вас. Вот в таком стиле сегодня расклад. Хорошо. Думаю, что вы понимаете, о чем, на что направлен сегодняшний, да, наш с вами поток. Настраивайтесь. Можете пока еще несколько секунд закрыть глаза. Я немножечко яркость прикручу. Давайте все-таки вот так, потому что с электричества у нас нет, война. Да. Ну что ж, уверен, что вы настроились. И я, Алехандро, первую свечу зажигаю. На вопросы энергии, потока, сил для зрящего отвечаю. Свече гореть, правде быть. Давайте, если вдруг что-то тут такое не очень хорошее есть вокруг нас, мы почистим поле, почистим пространство. Білим шалфеєм. Особлива подяка пані Марії за підтримку та благовонія. Ароматы. Так, ну что ж, давайте, пока свеча разбирается, энергия для зрящего открывается. Давайте вот так. Давайте вот так. Вот так. Ну что ж, давайте смотреть. Отличная карта вообще выпадает. Энергии, удачи, счастья и успеха. Особенно может резонировать тем, кто по знаку зодиака земной. Особенно. То есть, если вы там вдруг телец, дева, козерог, то это вообще ваш расклад. Но, тем не менее, то, что вы делали, или то, что вы сделали, или то, что вас окружает, оно
как бы направлено, или вот те действия, они направлены были бы априори на удачу. Оно должно бы принести вам удачу. И вот те события или тот человек, он должен был бы принести вам успех. Вот прямо сейчас мне хочется и посмотреть, в связи с чем, куда направлено эти действия. Да, вот. Это по сути десятка или колесо фортуны. Или хорошая судьба, да, то есть эти энергии, эти силы, они не ухудшают, не должны бы были отягостить вашу карму, судьбу, да, вот так вот. Давайте смотреть, сейчас будем выяснять. Видите, дева прям выпадает, очень знак четко совпадает, колесо фортуны и дева. Смотрите. Расклад, вот этот вот диагностика, она подходит для кого? Для женщин, особенно для земных женщин. Для женщин, которые делают что-то, давайте так скажем, мечтают о чем-то, да, вот. Мечтают о чем-то и делают что-то хитро, вот как-то вот хитрят. Идут вот не очень стандартным путем. Может быть хитрым, может быть даже иногда вы обманываете кого-то. Но эта ложь, здесь она ложь во благо. Я всегда призываю быть честным, да, вот с самим собой. Вот это важно. Но здесь вот есть какая-то энергия, информация, которая, она может быть недостоверной, но она как бы направлена на улучшение ситуации. Давайте посмотрим, на куда она направлена. То есть вас пока окружает сила, энергия успеха, удачи, фортуны. И она должна материализоваться. Особенно если вы хитрите. Да, вот так вот. В принципе, хорошая диагностика. Если диагностика, то вы как минимум будете идти к успеху в материальном мире нестандартным путем, хитрым каким-то путем. А мужчина, если вы гадаете на женщину, то это ваша женщина, но она может с вами хитрить. Имейте в виду, там как-то быть не очень честной до конца. Информация. Опять информация, посыльный, документы. Вы знаете, возле вас энергия, вас окружает энергия, которая поможет вам обрести удачу нестандартным путем с обучением, сдачей экзаменов, поступлений в какие-то учебные заведения, документация, сдача отчетов, отчетности, там, паспорта, визы, разрешительные документы. И я вам так скажу, здесь вы идете к таланту какому-то, открытию своего таланта, о котором мечтаете. Вы ищете себя, вы его найдете, отстоите честь, обретете уверенность в себе, но нестандартным ходом. Эта энергия, вот она за вас. Кстати, это энергия скоробея. И если вы вдруг хотите, набить себе татуировку, вдруг можете бить себе тату скоробей, если он вам откликается. Если вот сейчас вы видите его, и вам спокойно на душе, вы, например, нету какого-то волнения, там, тремора никакого нет. Это ваш талисман, ваш знак скоробей, жук. Жук, да? Вот. Вообще для вас подойдет какой вид магии? Магия визуализации. Я вам даже так скажу, что руностав в виде жука, да, вот буквы Ж, или вот я вам так нарисую сейчас его, этот руностав, вот так и вот так, да, три исы, иса, да, тройная иса, не четверная, а тройная иса, это тоже будет ваш, на запястье можете нарисовать вот такую, так,
так и так, да, такую как снежинку, только не с 4 палочками, с 3. Вот. Вы можете познакомиться с мужчиной очень необычным способом. Если вы недавно познакомились, можете с ним хитрить, не открываться с ним. Это в потоке сейчас идет у меня. Это информация для вас, это сила, она вас оберегает. И ну, больше здесь, вот знаете, вы получите те необходимые документы, которые вам нужны. Может быть, не так прям быстро, но не так быстро, но это даст вам опыт, и вы на правильном пути самореализации и самосовершенствования. Вот почему-то такой идет поток. И тот человек, в котором вы сомневаетесь, ему можно доверять. Ему можно доверять. Вот видите, вот это из потока приходит. Давайте еще уточняющую карту мы сюда положим. Довольно хороший расклад. И если вы сейчас чувствуете тепло в ногах и в копчике, в позвоночнике, это 1-2 чакра, может в промежности тепло, то это очень хорошо. Это земные чакры идут вам. Сейчас будем смотреть. Еще какая подсказка от высших сил. У меня такое ощущение, что будет какой-то документ вам в ближайшее время. Или информация, которая поможет вам зарабатывать, таким не очень стандартным путем. Вы знаете, у вас очень классная энергия на восстановление отношений, на укрепление отношений, на отношения с мужчиной и женщиной. А мужчины, смотрите, здесь мужчина и женщина. Мужчина земной вообще, да, Валет Бубновый. Тоже дева, кстати. Кстати, земной женщине идет земной мужчина. Может быть моложе немножко, может быть моложе. И у вас энергии успеха в любви, в отношениях и в земном человеческом счастье. Вот такое вот. Оно заложено в вас. Вы выбрали, кстати, первую свечу. Это о чем? Это о том, что вы обращаете внимание на вообще прошлое, дальнее прошлое. Первая свеча, да, всего 4 свечи. Вот здесь дальнее прошлое, вот здесь ближнее прошлое или настоящее. Это ближнее будущее или настоящее. Вот это будущее или дальнее будущее. Поэтому вам важно просто сконцентрироваться сейчас на позитиве, и вас окружают позитивные энергии успеха, коррекции кармы, позитивной коррекции кармы. Вот если вы делали вот обряд коррекции кармы, там, да, открытие дорог, очищались, там, отвязывались, вот у вас ваши чистки, они проходят позитивно или прошли позитивно. И вам нужно время для того, чтобы восстановиться. Все, я не буду затягивать. Мы пойдем сегодня таким экспрессом. И я позволю гореть свече, а вашей энергии в процессе горения укрепляться, а аспиду защищать вас от всего нехорошего. Если это вдруг происходит в вашей жизни, и пусть это этот священный огонь и сила аспида, мудрость аспида и яд аспида бережет вас от всего негатива. А завершение расклада станет частью обряда на очищение. Пройдемся к следующему вопросу. И я Алехандру свечу зажигаю. Ой-ой-ой, что ж такое свеча падает у нас? Свеча падает, да? Угу. Что-то неустойчиво в вашем мире, нету какой-то стабильности. Расклад номер 2. Давайте время поставим. Так. Я Алехандру свечу номер 2 зажигаю на вопросы зрящего о энергиях и силах за спиной и внутри. Отвечаю. Свече гореть, правде быть. Смотрите, я даже и разжечь свечу не могу. Что-то я до ваших энергий дожечься не могу. Это что такое? Это что, вы приболели, что ли? Напишите мне сейчас на паузу, почему это не хватает у вас энергии. Ну, еще сейчас мы это сделаем еще раз. Я Алехандро свечу зажигаю.
Но на вопросы зрящего об энергиях отвечаю. Свече гореть, правде быть. Амен. Но может быть и энергия, может быть что-то мешает. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, спросим у высших сил, что происходит. Защита. Защита. Что-то с защитой вашей. Давайте смотреть, что с вашей защитой, что происходит. Что происходит. Пока, чувствую я то, что я чувствую. Либо у вас есть пробойчик. Вашу защиту могли попытаться потревожить, пробить, да. Либо у вас энергии нет, потому что свеча не разгоралась, видите как. Давайте хорошенечко перемешаем и посмотрим. Ваша красота под вопросом. Здесь есть магия красоты, жаба. И если вы сейчас, в настоящий момент или с недавнего прошлого, резко стареете, имеете проблемы с кожей, с запахами, ароматами. Особенно я сейчас жгу шалфей, да, если вы как-то вам не очень комфортно, если чувствуете какой-то запах изнутри, снаружи. Меняется цвет кожи, цвет лица, меняется даже может быть цвет восприятия внешнего мира. Цветочная фея всегда о красоте. Но есть защита. Либо есть у вас проблемы серьезные с внешностью именно, или внешним миром. Например, внешний мир стал не такой красивый, не контрастный, не цветной. Или есть враг, женщина. Женщина, потому что здесь Венера. Она может стоять на пути красоты ваших отношений. И если у вас была соперница очень сильная, красивая, вы считаете ее красивой, да? Да, конечно, все соперницы это жабы, да? Или соперница, которая пообещала вас превратить в жабу, то могут быть энергетические пробои, угрозы, да, вот так. Давайте смотреть, откуда, что, с чем, что за красота, с чем еще может быть связана красота ваша. И вообще вашу красоту вам нужно защищать. Имейте в виду, если, например, у вас есть красивая женщина, как у мужчины, да. Или даже если у вас красивая женщина, как у женщины есть. Или у вас, вы чувствуете, что ваше энергетическое, красивое энергетическое поле, например, ваши мышцы, да, или ваш тонус мышечный, да, или вы превращаетесь в жабу, да, это такая атрофия мышечная, да, или лицевая атрофия мышечная тоже может быть. Здесь стоит обратить внимание в этой ситуации. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вам так скажу. Все-таки мое предположение об ударе энергетическом. Почему у вас и свеча не загоралась сразу же. У вас есть энергетический пробой. Прямо смотрите, выпадает туз пиковый, а здесь в этой колоде, вообще он о силе. И видите, смотрите, прямо скорпион, да, и пиковый, да, пиковая карта и скорпион. Это удар. Это вообще карта удара, смерти, плохой вести, магии. На вас атака идет, я вам так скажу. Какое-то вмешательство магическое. Желание, кто-то может обладать над вами властью. Смотрите, мужчины, если вы чувствуете, что вы ослабли резко, особенно после сексуального контакта с женщиной. Здесь может быть такое, что магия претензии, да, то есть над вами какая-то женщина может хотеть иметь власть. А так, женщины, смотрите, особенно если какая-то женщина у вас соперница, она вновь пытается пробить вам вашу защиту, энергетическое поле. Особенно если
стареете, мышцы, слабость, боль и вот эта вот мышечная боль, как она называется, крепатура мышц. Крепатура и расслабление мышц или ничего не хочется. Лежу, просто лежу, да, не могу себя собрать в кучу. Это может быть повторение хронического чего-то, потому что здесь долгоиграющая карта. И давайте уточняющую карту. Как минимум вижу серьезную атаку магическую. Если у вас есть оберег вдруг какой-то, то его нужно перезаряжать. Против вас есть какая-то систематическая работа по календарю, по таблице по какой-то. И если у вас вдруг порвался оберег, амулет, там веревочка, цепочка потеряли, или он там вдруг, вдруг что-то с ним произошло такое прям деструктивное. Это вот она, удар этот. Угу. Это как хроническое может быть. Может еще распространяться вдруг на детей. Смотрите просто, что с детьми происходит. И сейчас уточняющую карту поставлю. Связано может быть с мужчиной. И для мужчины, смотрите, и идти от мужчины. Рыба — это семья. Рыба — это король бубновый. А может ли на женщину делать мужчина магию? Да, вот именно атаковать. Да, может. Вот. И еще уточняющую сейчас карту. Опять мужчина. Мужчина и Джокер. Если мужчина или вы начинаете злоупотреблять алкоголем или вести себя как-то неадекватно, особенно если вы мужчина, или вы подозреваете здесь мужчину, или это связано с мужчиной, то вас нужно, знаете, как укрепить защиту, допоставить защиту, работать с защитой и сделать все, чтобы ваша защита, и может быть даже и физическая защита, была на высоком уровне. И смотрите, силы хаоса, да, и беспорядка в вашей жизни, они будут усиливаться, а курс вашего мужчины, вас как мужчины и вашего ребенка может быть сбит, да, то есть сбиваться, то есть меняться курс, то есть с одного места в другое, то есть вы можете или метаться, или петлять по жизни, да, то есть вилять по жизни. Здесь работайте с защитой. Что рекомендую, да, включили свет, хорошо. Рекомендую вообще, если по тату, да, вдруг вы хотите, то скорпион вам подойдет по татуировке. Кстати, треугольник, скорпион можете взять за защиту себе еще этот эскиз. Это ваш талисман. Что значит пиковый туз здесь? Это больше ваш не оберег, это ваш враг. Поэтому если вдруг у вас татуировки тузы пиковые, особенно пики, мечи, рекомендую их убрать. Это я рекомендую, а вы уже смотрите сами. И пусть свеча, которая горит сейчас, станет для вас, прогорание этой свечи станет обрядом до укрепления вашей защиты, а яд и сила аспида и мудрость аспида поможет вам укрепить защиту и сохранить вас от магических атак. Ключ, замок, язык. Амен. Как раз, смотрите, символически догорела вторая свеча. Что ж, свеча номер 2. Давайте открывать тайны энергии, которые вас окружают. Я, Алехандро, свечу зажигаю. Давайте попробуем вот так вот сделать. Вдруг, да? Свечу зажигаю. Об энергиях. По третьей свече для зрящего отвечаю. Свече гореть, правде быть. Амен. Что ж. Знаете, вот вы пребываете в энергиях операции некой. Операция деструктивного характера, но она отсекает связи. То есть вы, скорее всего, уже сделали чистку
и делаете, вот сейчас проходите обряд отвязки или открытия дорог. Вот вы уже как бы удар первый получили, и теперь освобождаетесь. То есть высшие силы вам рекомендуют отсечь связи, разорвать связи. Может быть, вы разрываете с кем-то союз, брачный союз, контракт брачный. Может быть, развенчиваетесь в мире, ну, где вас повенчали на небесах. Вот. То есть вы, по сути, сражаетесь, да, вот как бы, или отвязываетесь, или энергии вас освобождают от чего-то, да, вот, допустим, от привязки, от тяжелой кармы, да, вот это идет, то есть, или вам что-то навязывают, вы хотите быть свободным, свободной, да, вот в таком стиле идет все движение. То есть, по сути, вы боретесь за некую независимость, за свободу. Вы выходите, давайте так, освобождаетесь от рабства, перестаете быть рабом именно, да, вот, зависимым и без будущего. Вы обретаете. Вот что такое рабство, да, на самом деле? Освобождение от рабства, да, это шанс на обретение будущего. У раба нету будущего, да, то есть раб — это билет в один конец. И единственное, что только если хозяин не освободит, ну, такое редко бывает, да. Как минимум вы пребываете в цикле борьбы, драки, вот такое вот, да, сопротивление, боретесь, да. Может быть, есть некая сила, которая вокруг вас находится, и вы от нее постоянно отбиваетесь, да, вот. Отсечь связи, да, разорвать связь, окей. Давайте уточним, да. Давайте уточним. Давайте уточним. Ой, вы боретесь с магическим воздействием. Это может идти и от мужчины, и от женщины, и в семье. Вам, если защищаться, то лучше всего, если у вас будет пентаграмма. Вообще, вы освобождаетесь от магического воздействия. И вот эта сила, которая вокруг вас, она магического характера. Может быть, идти по сексуальной чакре, потому что здесь идут мужчина-женщина в аспекте материального взаимодействия или сексуального взаимодействия, особенно если у вас был кратковременный или хронический секс. Ну, давайте его назовем хронический, многоразовый, да. Вот. Тут может быть сила приворота, может быть и сила соблазна, может быть. Ключ здесь именно в магии. Может быть крадник и может быть подклад. Вот в этой комбинации это как очень классическая комбинация на... Может быть приворот к мужчине, к женщине, да, вот здесь. И если вы страдаете как мужчина, его лучше отсекать. Если страдаете как женщина, вот вы, например, поставили приворот, и у вас пошли страдания. Но он вам не нужен, его нужно снимать. Ну, такое тоже бывает, к сожалению. Не все привороты ложатся, не все привороты работают, не все привороты приносят радость. Ну, вообще привороты не очень приносят радость, да, это оно делается от отчаяния, а потом часто страдает от этого человек. Я не рекомендую, ну, я их делаю, но я не рекомендую их делать никому. То есть нужно быть честным, да, то есть в конечном итоге это подневольное что-то, да, то есть если вы подневолили кого-то, то этот человек может выходить из этой неволи. И вот эти вот его попытки освободиться от этой неволи, они бьют по вашему полю, по вашей реальности, в зеркало вам, да, как бы. По сути, он плюет в зеркало, да, назад. Этот человек. Ну хорошо, дальше. Здесь весы. Здесь что-то связано с союзничеством, с браком. И, ну, не только с браком, а с партнерством, да, вот так. Ну и с браком тоже весы, это брак часто. И знаете, если вдруг вы делали приворот на кого-то, я вам рекомендую его убирать. Снимать лично, вот вы поставили его, вы снимаете. Это будет справедливо, и вам лучше и избавиться от него, от этого приворота.
А если кто-то делал приворот на вас или на вашего мужчину или женщину, то это может касаться и вас тоже. Ну и если у вас есть какой-то предмет от человека, который хотел вас к себе привязать, или вы его к себе, то он как подклад, как крадник работает. Вы теряете тут энергию. Вам нужно избавляться от не вашего человека в поле, не вашего партнера, не вашего обряда, не вашего любимого, потому что здесь оно идет по магическому воздействию, к сожалению. Карта неплохая, но здесь прям магическое воздействие. Мужчина, женщина, и оно как бы по отсечению идет. Может быть, кто-то пытается от вас отвязаться, еще как вариант здесь может быть. Тут тоже какой-то партнер, кто-то хочет разорвать связь и отсекает вас от себя. Это тоже может быть. Но тогда вы будете чувствовать пошатывание, дезориентацию, головокружение и, может быть, колики во всех частях тела. Такое, как будто бы вас покалывает. Давайте сейчас посмотрим. Вот эта карта должна была быть третьей, а мы сюда положим. Четвертой, точнее. А третью карту мы положим сюда сейчас. Смотрите, переговоры здесь были какие-то и встречи. То есть тот человек, с которым вы общались, встречались, может быть, бизнес-партнеры какие-то вот ваши. Если вы думаете, что бизнес-партнеры не делают обряды, ритуалы, то вы жестоко ошибаетесь. И это кто-то может быть из вашего окружения или по работе еще. Может быть такое. Потому что это какой-то бизнес-коллегия. Может, это ваш коллега по работе, женщина или мужчина, с которой у вас был там роман, спонтанный секс или хронический секс, да. И, может быть, была попытка приворожить к себе или этого человека вас, или вы его. И если вдруг у вас там кто-то на работе грешит, а такое, поверьте, очень-очень часто, да, то если там приворот, и вы об этом знаете, то оно бьет по вам, а вам тогда нужно освобождаться от этих связей. Здесь классика, да, такая вот прям классика жанра, называется любовный, любовный треугольник и служебный роман, да, больше. Давайте. Пусть эта свеча защитит вас, поможет вам освободиться. И свободой выбора и свободной энергией по жизни насладиться. А если вы разводитесь, то безболезненно разойтись, потому что еще вот этот расклад, он может быть на дележку имущества и решение проблем при разводе. Вот сейчас вы можете находиться в этом состоянии, где вот такая дезориентация происходит. Вот этот расклад, это муж-жена классический вообще. Хорошо, давайте. Следующий. Расклад номер 4. В каких энергиях вы находитесь, что происходит? Я Алехандро, свечу зажигаю. На вопросы отвечаю. Свече гореть, правде быть. Амен. Что ж, четвертый аспект. Что за энергия? Кармическое правосудие, что-то с кармой связано. Давайте смотреть. Обычно эта карта, если выпадает, то она как бы на отношения может выпадать. Видите, два жучка у нас таких тут. Два жука-оленя. Да. Вы чувствуете себя оленем или оленицей? Вы чувствуете себя оленицей или оленем в отношениях? Или нет? Или, если это отношения, то они кармические у вас. Это раз. Свеча плачет. Поэтому, может, вам горько, а может быть, это слезы радости. Не знаю, посмотрим, что тут. Кармические отношения смотрим. Плохая карта. Черная луна, магия теней. Я вам так скажу. Если вы, в каких вы энергиях находитесь, если вы живете с кем-то или жили себе, не тужили. Потом нашли кого-то себе, мужчину или женщину. Или зашли в отношения с кем-то, например, да.
пошли на работу и начали работать на кого-то, да. Такое тоже бывает, да. То здесь черная луна, магия теней. Я вам рекомендую вообще, чем раньше, тем лучше выходить из этих отношений. Особенно если вы там страдаете, не дай бог употребляете наркотики, алкоголь, вещества, таблетки. То есть, по сути, жили себе ничего так, ну, может быть, и не очень хорошо, но стало совсем-совсем плохо. Здесь все. Магия теней, уходящая луна выпадает. 4-й аспект, он, вот это самый плохой расклад. Самый тяжелый. Даже если вы не смотрели второй, вдруг не смотрели, или смотрели второй, вот по сравнению со вторым, второй это цветочки. Вот здесь вам нужно выскакивать. Причем выскакивать вот начиная вот принимать решение прямо сейчас. Предупреждаю, не примете решение, можете потратить годы, и если выживете, то вам очень сильно повезет. Могу уточняющую карту положить. Давайте посмотрим. Просто здесь вы, вот этот расклад вы нашли не зря, особенно если вам на букву Х сейчас. Вот она, буква Х. Не подумайте, что это хорошо. И оно будет продолжаться. Геба — это принятие, вы загнали себя в эту ситуацию. Окей. Причем, чем дальше, тем тяжелее. Вы будете попадать в сеть, как бы. То есть у вас, ну, как минимум 3 пути, а вы в ловушке. Ну, смотрите, видите, свобода. То, что я вам говорил. Астара, освобождение. И вам зайцем надо скакать. Вот не ускочите зайцем. Будет беда. Будет беда. Кстати, вам руна еще, знаете, какая подойдет на защиту? Она вот здесь отображается. Вот она. Это Ингвар. И вот она, Ингвар. 2 ингуса вам. Вот Ингвар. И вот Ингвар. Вот. Темного. Ну, здесь оно как манускрипт идет. Вот так. Можете прямо вот так наносить себе Ингвар сюда на запястье, Ингвар сюда на запястье. Если чувствуете тепло или чувствуете, что мышцы начинают как-то сокращаться, а вот так в тонус приходить, это хорошо для вас. Я, кстати, сейчас чувствую в правой мышце сокращение вот такое вот конвульсивное. Не знаю, откуда оно, кстати. Давайте я положу сюда посох на всякий случай для себя. Ну, давайте еще уточняющую карту. Вам как можно скорее нужно ускакивать, убегать, освобождаться от этого. Да, здесь все по луне идет. Все по луне. Кошачка идет. Магия тотемов. И по тотемам там, знаете как, у вас вот тот человек или та организация, с которой вы связали судьбу. Давайте, кстати, я вам немножечко почищу, потому что тут вообще ничего хорошего нет. Она, по сути, как бы, ну что ли, гипнотизирует вас. И есть какой-то человек там, вот глядя в глаза которому, либо вы теряете контроль, либо он постоянно вас уговаривает не спешить, не бежать, не уходить. Вы можете в токсичных быть отношениях, где газлайтинг, ну, то есть абьюз сменяется или дополняет газлайтинг, да, то есть вас, ну, грубо говоря, ну, например, там говорят что-то там, ты что, сумасшедшая, или ты сумасшедший, потом говорят, а такого не было, да, я тебе такого не говорил, не говорила, вот такое вот здесь. У вас, в общем, короче, мощная ловушка кармического характера. Кармические, токсичные, абьюзивные, газлайтинговые отношения могут быть с точки зрения психологии быть. Причем ваш абьюзер, давайте его так назовем, ну пусть вот это вот будет темный человек, абьюзер, лунный кот, может быть и мужчина, может быть и женщина, а может быть и пара мужчина и женщина, или человек, который может принимать и мужчину, и женщину. Смотрите, у него, ну, тут глаза, двойной взгляд, да, то есть это вам не двоится, это тут кот с 2 глазами, с парой глаз, да, с 2 парами глаз. И
То есть вот как бы у вас есть вот порыв какой-то убежать, ускакать, а он вас останавливает. Просто останавливает. И все, на месте останавливает. В принципе, этого достаточно. Вы, по сути, в кармическом узле, где душат вас, но вы душите и сами как бы себя, трепыхаясь в этом коллективе или в этих парных отношениях. А если вдруг у вас какая-то ссора с магом, именно маг, вот, ну, такое часто бывает, мужчина, женщина поссорились, да, ну, с кем-то, да, а это оказался маг, то этот маг, у него животные в приоритете. То есть у него там будет куча котов дома. Могут быть вот такие вот там, вы видели у него какие-нибудь там такие вот статуэтки. Именно вот кошачка у него очень сильно развита. Там до мозга костей, давайте так скажем. Да, то есть он фанатом кошачьих там. Карты с кошками, там, ну, такое, да, вот я об этом. Ну, много их. У меня тоже есть, кстати, карты с кошками. У меня тоже кошачка, но я вам просто обращаю внимание. Не обязательно кошачка. Это могут быть там собаки, могут быть другие какие-то животные, да, то есть вот у него прямо на животных оно прямо вот закручено, да, вот он фанатичен он. Либо он похож на кота, на собаку, на зайца, там, на змея, то есть вот такой вот. То есть магия тотемов, вот, она здесь присутствует. Либо вы себе представляете, например, что вы там крокодил, а он бегемот, и вы сражаетесь, да, вот это вот такое может быть. Окей, давайте посмотрим, с чем это еще может быть связано. Или грозить, или как, на что обратить внимание. Ну, смотрите, здесь дама треф, и это очень важная женщина какая-то. Серьезная женщина, солидная женщина, активная. Она может быть даже приятельницей вашей, да, подругой, коллегой по работе, но она вот самостоятельная, целеустремленная и часто замужняя, давайте так скажем. Может быть, это жена ваша, да, как мужчины. А может быть, жена вашего любовника. Тоже может быть. Смотрите, тут женщина имеет, ну, может быть, это вы как женщина, но вы в том коллективе тогда или с тем мужем, да. Целеустремленность, самостоятельность и общественность — это как признаки, которые относятся к этой женщине. Окей, ну давайте еще последнюю карту посмотрим. И, ну, советы еще посмотрим. Таро, что посоветует Таро по каждому случаю. Здесь мужчина и женщина связаны. Тучи. И смотрите, если вы вошли в отношения с каким-то мужчиной и женщиной и чувствуете, что ситуация ухудшается, вы не ошибаетесь, интуиция вас не подводит, это просто затягивается кармический узел. И опять мужчина, то есть вот это вот расклад, он как вестник не очень хороших изменений, если вы чувствуете, что вы в отношениях идете куда-то не туда. И давайте поможем. Мы сейчас еще даже попрожигаем ваш, да, 4-й расклад. И пока идет прожигание, мы еще посмотрим советы. Советы быстренько. Совет по каждой ситуации, да. Ну что ж, коль уж у нас сегодня такого магического характера расклад, то что ж, давайте шамана попробуем, да. Совет 1, совет 2, совет 3, совет 4. Ну, помимо тех подсказок и инсайтов, которые вы услышали для себя, я уберу это сюда. Не нужно. Прогорел наш шалфей, почистил пространство. 4 совета для 4 ситуаций. Как поступить? Как поступить? Ситуация номер 1. Тут вообще очень хороший расклад. Ситуация номер 2. Пробой защиты. Ситуация номер 3.
отсечение привязок. И ситуация номер 4. Развязка кармического узла. Да? Ну, вот что советует шаман или из снов шамана. Да? Сюда поставим. И пусть 4-я свеча поможет защитить вас от абьюза, газлайтинга, тяжелого кармического испытания, кармической судьбы. И поможет начать коррекцию и выход вас из кармического узла прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Амен. Хорошо, давайте смотреть. Первая карта. Используйте каждый шанс. Вот здесь почему-то у меня идет. И здесь просто, знаете, вот эту карту как ни крутишь, все равно будет хорошо, все равно развитие событий. Позвольте событиям развиваться естественным путем и не теряйте шанс. Вот так. Пробитая защита. Какой совет? Пробитая защита у вас связана с прошлым и будущим, поэтому она идет из прошлого и перенесется в будущее. Не начнете действовать сейчас, ну, значит, как бы не прошлое не вернуть, да, вам нужно закрывать ходы в прошлое, скорее всего. И вот эта вот пробитая защита, она влияет на ваше объединение. На ваше объединение. 3-я карта. Видение у вас появится новое. Когда вы отвяжетесь, вот у вас здесь привязка, когда вы освободитесь, вы увидите, каким цветом может быть новая жизнь. Это будет новое видение жизни. И новое осознание. Вы будете вообще совсем другим человеком. Ну и 4-я карта. Ну и здесь вы застряли между мирами, по сути. И, возможно, этот расклад, он и есть той протянутой рукой ангела из другого мира. И возможность перейти в другой мир и вырваться из нижнего мира и пройти в другой мир. Но это пребывание между мирами и в этом узле, это какой-то узел небытия, и вам все-таки как будто бы послание шамана есть послание перехода или ухода из этого узла. Смотрите, здесь и есть узел, ни там, ни здесь. Нужен переход. Вам нужно перейти и нужно развязаться. Вы не можете быть застрявшим между мирами вечно. Искренне желаю мира вам и вашим мирам. Берегите себя. Любите себя и миры, которые окружают вас. 4-ю свечу я оставлю догореть. Она догорит, и она поможет вам получить тот импульс и заряд энергии и намерения, чтобы вы нашли себе силы перейти из нижнього мира в мир верхній. Лишайтесь на зв'язку. Контролюйте себе, свої потоки енергетик. І якщо ви відчуваєте, що щось іде не так, як ви хотіли б відчувати, завжди можна перевірити себе особисто. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку. До зустрічі. Па-па.